Здравствуйте, друзья! Сегодня пойдет речь о швейцарском ноже. Нож называется Explorer. Это идеальный нож для города. Стоимость его на разных сайтах от 2 до 3 тысяч рублей. Я не скажу, что он очень дорогой, но он уже и не из дешевых, поскольку это настоящий швейцарский ножик считается. Модель называется Explorer. Вот тут его каталожный номер можете посмотреть. Нож выглядит вот так. Длина данного ножа 91 миллиметр. Он легкий, 100 с небольшим грамм весит. Но опять же, сантиметр с сантиметрами, намного проще с вещами сравнивать. Вот опять зажигалка, вам его рядом покажу. То есть вот стандартная зажигалка. И вот такой вот размер ножа получается. Им уже можно что-то отрезать, в отличие от брелка, который я вам показывал до этого. Это нож не для природы, это нож исключительно для города. Для того, чтобы его на работу в сумочке таскать, я его в лес не беру, на природу не беру. Для этого есть другие ножики. Для природы, я считаю, нужен нож более большой. Я вам позже покажу, сниму обзор на нож, с которым я езжу на природу. Но там уже не то, что в лес пойти. Потому что для леса нужен просто нож с одним лезвием, чтобы грибы срезать. А именно там поехать на 2 дня, на 3 дня на какой-нибудь пикник у озера побыть. Вот. Этот нож не для этого. Это сугубо городской ножик. И на мой взгляд он идеальный. Я долго подбирал в свое время модель. И решил, что вот именно нож Explorer будет самым лучшим. Сейчас покажу, что в нем есть. Нож состоит из 4 секций. Что, на мой взгляд, идеально, чтобы в руке держать. Шире будет неудобно. Ну а меньше, если взять, будет просто меньше инструментов. Самая первая секция — это сам клинок непосредственно, которым можно что-то отрезать. Такой размер. Можно и хлеба отрезать, конечно, но не очень удобно будет. Все-таки он маловат, поэтому он не для природы, но можно при желании. Там бутерброды сделать без проблем, то есть сыр, колбаску отрезать, это все нормально. Арбуз, дыню неудобно будет резать, опять же маловат. То есть, еще раз, нож для города. Второй клиночек, он еще меньше, такой маленький клинок. Этим клинком удобно что-то распаковать, скотч на коробке отрезать, карандаш заточить. Нож, кстати, очень остро заточен, оба клинка. Вот, сталь тут мягковатая, но легко точится. Опять же в офисе, и действительно карандаши им точил, удобно. Большим ножом что-то вроде резал, не помню. Приходилось. Какие-то бутерброды делали там. В тостере хлебец нажарили и, по-моему, с сыром бутерброды. Нормально режет, острый, тоненький. Кстати, что тоненький, это тоже хорошо. Резать удобно продукты. Сразу скажу, никаких люфтов, ничего не болтается, но это чистый швейцарец, здесь так и должно быть. То есть все четко, все подпружинено. Мне его даже одной рукой тяжело закрыть. Такой плотненький достаточно. Боюсь себе палец отрезать, не буду вам. Ладно, сейчас попробую. Не, мне его даже не закрыть так одной рукой. Достаточно жестко держится, но без всяких фиксаторов, просто на пружинке. Вторая секция в ноже — это викториновские ножницы. Ножницы очень острые, очень хорошо ими стричь ногти. Можно что-то и другое отрезать. Дома у меня есть для других целей другие ножницы. В офисе есть тоже офисы, которым бумагу режут. Это именно для ногтей. Бывает так, пришел на работу, увидел ноготок как-то не в порядке, можно подстричь. Очень удобно. Опять же, для города весьма хорошая вещь. К сожалению, китайцы не умеют делать ножницы, поэтому
Если вам ножницы нужны, берите швейцарский нож. Если не нужны, можете взять китайский. Они не намного хуже в плане лезвия, штопора и отверток. Китаец справится. Вот в плане ножниц нет. То есть тут только швейцарский надо покупать. Третья секция. Это увеличительное стекло. А на другой стороне крестовая отвертка. Крестовая отвертка мне как-то пригодилась. В офисе компьютер сломался, видеокарта сдохла. Но там была встроена еще видеокарта в материнской плате. Поэтому вот пригодилось отвернуть, разобрать системник, отвернуть видеокарту. Все, карту вытащил, переткнул видеокабель в другой разъем и продолжил работу на компьютере. Увеличительное стекло увеличивает хорошо, что-то разглядеть, какую-то мелочь тоже бывает нужно. Пользуюсь очень редко, но бывает. К сожалению, с годами зрение лучше не становится. И какую-нибудь маркировку товара, особенно если она подстерлась, разглядеть помогает. Поэтому, опять же, мне этот предмет нужен. Если у вас зрение идеально, то может посмотреть какой-нибудь другой нож, в котором вместо увеличительного стекла и крестовой отвертки что-нибудь другое установлено, а чаще всего устанавливают другой, это ножовку по дереву. Я вот не знаю, для чего мне в городе ножовка по дереву, что я могу и пилить, что я могу и делать, а вот эти предметы для меня нужны. И последняя секция, это две открывашки. Открывашки обе с отвертками на конце. Здесь большая шлицевая отвертка. Ну, также кабель можно зачистить. Вот вырез сделан, но ни разу в жизни не зачищал и не собираюсь этим предметом кабеля зачищать. Для этого у меня специальные щипцы с обжимкой, потому что если кабель зачищать, например, интернетовский, то его обжимать надо. Я не вижу смысла вот в этом прорези, но она есть. Может, кому-то и актуально. А так, лимонад открыть, пиво открыть, отвинтить что-нибудь. Ну, прикольно. Со второй стороны отвертка, которая может подойти под крестовой винтик. Но поскольку здесь есть крестовая отвертка, то я и пользуюсь, а не этой. Также под какой-нибудь маленький винтик завинтить. И открывашка для консерв. Она заточена, остренькая. Консервы ей открывать можно. Но скажу честно, опять же, ни разу ей не открывал. Ну, не вижу смысла. Дома открывашка есть. В офисе, когда там что-то на корпоративы приносили, какие-то баночки, они обычно открывались с помощью ключа. Ну, просто дергаешь, открываешь. Сейчас современные банки так закрываются. Но если бы попалось, то, наверное, пригодилось бы. Можно было открыть не ножом, а именно открывашкой консервы. Так что считаю, тоже лишним не будет. Но пока ей не пользовался. С противоположной стороны ножа есть только один предмет, который открывается. Это викториновский многофункциональный крюк. С помощью этого крюка можно, допустим, бечевку зацепить, переносить какие-то вещи, чтобы руку не резало. Скажу честно, никогда в жизни не пользовался и, наверное, не буду. Ничего бечевкой давно я не связывал. А в магазинах обычно ручку из скотча делают. Крюк его только порвет. Так что можно еще шнурки затянуть с помощью этого крюка. Тоже ни разу крюком шнурки не затягивал. Вот. Но по идее можно. Для меня лично эта вещь, вот этот вот крюк, бесполезен. Я ему применения не вижу. Но по идее, да, вот что-нибудь таскать этим крюком, какой-нибудь узел развязать, если шнурки там сильно завязались. Ну, возможно, и есть смысл какой-то, но я все это привык по старинке, ногтями делать, руками. Вот, не пользуюсь этим крюком. Ну, есть и есть, как говорится. Хотя, друзья, прошу прощения, кроме крюка, с этой стороны, совсем забыл, еще есть шило. Шило с отверстием. Ну, им можно прошивать палатки. Но поскольку это нож не для природы, то и палатку я им никогда не прошивал. Оно вот здесь вот заточено с одной стороны. Но для чего оно действительно может пригодиться, это оно прекрасно может проделать отверстие в ремне, в
кожаном, кожу режет оно хорошо. Я им не пользовался. Как-то не случалось. Ремни все по размеру у меня, но может быть когда-нибудь и понадобится. Вообще вещь полезная. То есть бывает, что действительно в ремне надо сделать дырочку, а чем не знаешь. Вот это шило может помочь. Так что тоже предмет не самый плохой, но редко используемый. Также в ноже есть зубочистка, пинцет. Вместо зубочистки можно купить викториновскую ручку. Но не знаю, ручка насколько сейчас актуальна. Если вам что-то на улице надо срочно записать. Сейчас уже все в мобильнике все давно записывают. Либо просто сфотографировать какое-то объявление на телефон можно, либо в телефоне записать. Это уже ушло у нас, чтобы ручка всегда с собой была. Ну а в офисе, на работе она и так есть. Дома тоже ручка есть. Пинцетик. Ну, пинцет, наверное, вещь неплохая. Можно когда-нибудь будет им воспользоваться. Ну, в принципе, почему можно? Я им пользовался. Бровь как-то себе выдирал. В глаз лезла. Мешала. Сейчас я его попробую вытащить. Это вот такой вот пинцетик. Достаточно неплохой, надо сказать. Ровненько подогнанный. Цепляет хорошо. Ну, если вы оказались на природе, у вас есть этот нож, то можете клеща с помощью этого пинцета вытащить. Ну, пожалуй, все, что им можно сделать. Ну и последний предмет в этом ножике — это штопор. Штопор хороший, вино можно открывать. Опять же, у меня открывашки дома есть, но специально попробовал, как открывает. Открыть можно. Пользоваться не приходилось. На работе, когда корпоративы, там тоже открывашка куплена, такая же штопор. Ну, может быть, опять же, когда-нибудь и понадобится, не знаю. Это, опять же, вам решать, насколько это актуально. Но вот этот нож идеален по своим инструментам. Еще здесь есть отверстие для булавки. Сюда вставляется специальная викториновская булавочка. Стоит она то ли 20, то ли 40 рублей, сущие копейки. Там головочка такая, как у гвоздика. Она очень красиво смотрится в ноже. Но, ребят, мне просто очень лень искать магазин, где продают викториноксы, чтобы купить булавку для него. Я вставил самую обычную сюда булавочку. Вот, она не мешает закрываться штопору. Ну, есть, да, может быть некрасиво, но нож мне это не для красоты. Он, опять же, у меня лежит всегда в сумке, и на всякий случай я им могу воспользоваться. Булавка — вещь нужная лично для меня, поскольку с помощью этой булавки иногда приходится вытаскивать симку из телефона. Либо у кого-то там кто-то просит какую-нибудь скрепку дать, еще что-то. Вот есть такая вот булавочка. Сейчас это действительно стало актуальный предмет, именно из-за того, что слоты с картой памяти и с симками на телефонах стали открываться при помощи вот таких вот иголочек. Так что вещь хорошая. Еще сюда можно купить викториновскую отвертку часовую. Вот типа такой, ребята. Только настоящая, викториновская. Ей можно... Она совсем мелкая. Якобы в часах винтик подвинтить, в очках приправу подвинтить. Ну, поскольку у меня был китайский нож, опять же, ни разу не пользовался, но чтоб была, как бы, навинтил я от китайского ножа вот эту вот фигню. Может, когда-то в очках что-то и подвинтить у кого-то надо будет, потому что я сам очки на работу не таскаю. Но есть у меня, конечно, солнечные очки в машине. Ну, не знаю, что-то я там не смотрел насчет винтиков, да, и, скорее всего, если они сломаются, я их просто выброшу, ничего я винтить не буду. Не такие они и дорогие. Вот. Ну, по идее, сюда... Есть такая же комплектация, на самом деле, которая идет уже и с булавкой, с отверткой. Но этот нож, по-моему, на 1000 рублей дороже стоит. Легче все самому докупить. Ну или как я сделать, просто с китайского ножа свинтить за 200 рублей отвертку и поставить сюда. Кошка у меня зачихала. Вот. Вот, в принципе, идеальный нож для города. Для того, чтобы его носить в сумочке на работу. Легкий, маленький.
и много чего есть. Может выручить. И ногти подстричь, и увеличительное стекло есть, и отвертки. Ну и лезвие само, соответственно, тоже есть. Что-то отрезать. Цена, опять же говорю, где-то от 2 до 3 тысяч. Я его за 2 нашел, покупал. Покупал я его в прошлом году. Ну и сейчас, по-моему, цены не изменились, несмотря на то, что доллар скакнул. У народа денег мало, поэтому цены не дорожают. Так же и сейчас и стоит, наверное. Вот, ну, это уже такая сумма. Можно уже выбирать. Либо бак бензина залить полный, либо нож купить. Это вы сами решайте. Вот, в общем-то, весь обзор. Нож Victorinox, офицерский, модель Explorer. Может быть, еще на пару ножей обзоры сделаю. На большой, наверное, викториновский обязательно сделаю, с которым я за город езжу, но попозже. А то слишком много у меня тут на канале ножей будет. Все, спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем удачи!